Товарищи офицеры, товарищ Верховный Главнокомандующий, органы государственной власти и руководящий штаб вооруженных сил к расширению заседания коллегии готовы. Начальник генерального штаба Георгий Герасимов. Здравия желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Уважаемые товарищи, сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны обсудим основные итоги работы за 2024 год. Определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий или поистине всенародной поддержки армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Хочу сердечно поблагодарить наших героев, солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой. Личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были. Не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы, ради Отечества. Наш долг всегда помнить наших боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ. Окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и еще раз повторю. Их дети – это наши с вами дети. Никогда не должны об этом забывать. Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания. Спасибо. Уважаемые участники коллегии, сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. Так не прекращаются кровопролития на Ближнем Востоке. Высокий конфликтный потенциал сохраняется в ряде других регионов мира. Мы видим, что действующая администрация США, практически весь коллективный Запад, не оставляют попыток сохранить свое глобальное доминирование. Продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Но, собственно говоря, есть только одно стабильное правило. Никаких правил для тех, кто это делает. Для тех, кто считает себя во главе всего мира, тех, кто считают себя представителями Господа на земле, хотя сами в Господа не верят. А против неугодных государств ведут гибридные войны, реализуют политику сдерживания, в том числе и в отношении России. В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами. Отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта. Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать.
Ведь тактика очень простая. Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать, тут же пугают свое население, тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозы. Между тем, сами страны НАТО увеличивают военные расходы. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск Альянса. Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тысяч человек. Устремления НАТО давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности. Помимо так называемого восточного фланга, Альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности. Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 километров. При этом уже отрабатываются переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напомню, что ранее такие меры были запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил свое действие. Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке. Но, как уже говорил, если США приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты. Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны. Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей. В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. Ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. При этом мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания. И хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто там нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания. Наряду с ядерной триадой высокими темпами развиваются силы общего назначения. На войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди них разведывательные и ударные беспилотники, безэкипажные катера и робототехнические платформы многоцелевого применения. Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны. При этом необходимо сосредоточиться на решении следующих приоритетных задач. Первое. Безусловно, одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы. Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие. Вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения. Второе. Уже говорил сегодня о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват.
Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован. Использовались баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано. Третья задача. Надо активнее внедрять опыт, полученный в ходе специальной военной операции и в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях. И вновь подчеркну, талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава вооруженных сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений. Четвертое. Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться и при определении приоритетных направлений развития отечественного оружия и техники, тактики их использования. Например, в высокоточных системах вооружения используются новые методы наведения на конечном участке полета ракет, что позволило их применять по сложным и укрепленным объектам, причем применять успешно. Значительно повышена помехозащищенность бортовой аппаратуры ракетного оружия. Отработаны новые способы доведения полетных заданий. В дальнейшем нужно рассчитывать их в режиме реального времени по оперативно выявленным целям. Чрезвычайно важная задача для нашего оборонно-промышленного комплекса. Но я еще об этом скажу. Еще одной важной новацией стал прямой обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в спецоперации, и организациями ОПК, вот о чем я только что и упоминал. В результате по ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас 5-7 суток. Но и этого мало. Надо еще быстрее. Есть позитивные сдвиги и в организации ремонта техники, ее доводки с учетом требований боевой обстановки. Но и проблемы, конечно, тоже есть, они остаются, их нужно последовательно решать. И, конечно, надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу. Пятое. Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше 6500 таких систем. В результате их применения время на постановку задач снизилось в 1,5–2 раза. Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления. Шестое. Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в этой сфере. Некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска. Надо и дальше повышать их боевые и эксплуатационные характеристики. Не менее важно обучать операторов таких комплексов, готовить их по программам, разработанным на основе опыта реальных боевых действий. И седьмое. Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами, с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира. Уважаемые товарищи, уже говорил сегодня об огромной поддержке армии и флота со стороны российского общества. Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды.
чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества. Приведу цифру. В этом году ежедневно, в среднем более 1000 человек ежедневно поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт. И социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая системная задача государства. Да, за последние годы в этой сфере многое сделано. Только в текущем году обеспечено жильем свыше 55 тысяч военнослужащих. А в ближайшие 3 года на предоставление жилищных субсидий военнослужащим планируется направить еще 113 миллиардов рублей. Высокую эффективность демонстрирует накопительная ипотечная система. За 20 лет ее работы обеспечено жильем свыше 202 тысяч военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Добавлю, что нужно продолжать обустраивать военные городки, разумеется, повышать уровень медицинского обеспечения. Приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной операции. Забота о семьях погибших, я уже говорил об этом в начале, и получивших тяжелые травмы в ходе боевых действий. Вот это должно быть в центре нашего внимания. Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища и его семьи. И реально помогать их, решать их проблемы. Это и задача Министерства обороны, задача правительства Российской Федерации, всех руководителей, всех уровней власти. В заключение еще раз хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм. И пожелать личному составу и гражданскому персоналу вооруженных сил, руководству Министерства обороны успехов в службе, в сложной и ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России, безопасность нашего народа. Уверен, что и впредь вы будете достойно решать все поставленные перед вами задачи. Благодарю за внимание. Товарищ Верховный Главнокомандующий, уважаемые товарищи, дорогие гости. Вооруженные силы Российской Федерации в текущем году решали поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать. В таких условиях деятельность Министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Во-первых, это ведение активных боевых действий в ходе специальной военной операции, а также выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье. Во-вторых, это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО. Третий фактор – это стремительное развитие сквозных технологий, таких как искусственный интеллект и обработка больших данных, робототехника, высокоскоростная защищенная передача данных, межмашинное взаимодействие, так называемый интернет вещей, квантовые вычисления и коммуникации. Эти технологии кардинальным образом меняют характер вооруженной борьбы на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом. В соответствии с установками Верховного Главнокомандующего, в таких условиях вооруженные силы должны стать более гибкими и восприимчивы к инновациям, в том числе к инновациям в гражданском секторе. Четвертый фактор – это возможности российской экономики, прежде всего бюджета, который необходимо учитывать при строительстве вооруженных сил. Уже сегодня уровень расходов на национальную оборону достиг показателя в 6,3% ВВП, 32,5% федерального бюджета. Это диктует жесткие требования к эффективности нашей работы. На это также особое внимание обращал президент Российской Федерации. В совокупности эти 4 фактора определяют приоритеты Министерства обороны на следующий год и среднесрочную перспективу.
Это 10 основных направлений, по которым уже в следующем году необходимо достичь значимых результатов. Первое направление – это обеспечение победы в специальной военной операции, достижение целей, определенных Верховным Главнокомандующим в обращении к гражданам России накануне СВО и в июньском выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел. В этом году российскими войсками освобождено почти 4500 квадратных километров территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего потери составили почти 1 миллион человек за все время СВО. Только в Курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих. К этому году, в этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч иностранного производства. Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Противникам во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. С этим, в частности, связано энергичное усилия киевского режима по затаскиванию, в буквальном смысле слова, западных производителей на территорию Украины. Пока, правда, без существенного результата. Вооруженные силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров. Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50%. Эти успехи – огромная заслуга солдат и офицеров, генералов объединенной группировки войск, лично командующих группировками войск и их органов военного управления, Генерального штаба. Хотел бы особо отметить высокие результаты в боевых действиях ряда частей соединений. 1-й танковый, 2-й, 5-й, 8-й, 29-й и 51-й общевойсковых армий, подразделений 76-й десантно-штурмовой, 98-й и 106-й воздушно-десантных дивизий и, безусловно, 155-й и 810-й бригад морской пехоты. С учетом опыта СВО перед Министерством обороны стоит ряд важнейших задач. Первое. Прежде всего, обобщить и оперативно внедрить в войска все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшие свою эффективность. Обеспечить применение штурмовых подразделений малыми мобильными группами под прикрытием средств РЭП с одновременным комплексным поражением противника, в том числе высокоточным оружием. Автоматизировать управление боевыми действиями и повысить информационную осведомленность командиров и органов управления. Для этого необходимо создать интегрированную информационную среду принятия решений в тактическом звене. Элементы наработки такой системы есть во всех группировках, в многих частях и соединениях. Но нужно придать этому всему системный характер, поручая главному командованию сухопутных войск разработать такую систему и обеспечить первый этап ее внедрения в войсках уже в следующем году. Далее. Самым значимым прорывом в тактике действий подразделений стало массовое применение беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Это огневое поражение противника, ведение разведки и радиоэлектронной борьбы. В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3500 беспилотников, и эта цифра постоянно растет. Для подготовки расчетов БПЛА, развития приемов и способов применения беспилотников и внедрения новых вооружений специально создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов в части увеличения дальности их применения,
автономности и помехозащищенности. Далее. Сегодня непосредственно в войсках осуществляется огромное количество инновационных технических разработок, показывающих высокие результаты. Вот совсем недавно я был в группировке «Восток», и там целая выставка была таких изделий, которые производятся, ну, максимум несколькими десятками единиц. А все они, на самом деле, оплаченные кровью, выстраданы и, конечно, нуждаются в том, чтобы это все было растиражировано и в других тоже соединениях. И так и не только в группировке «Восток», это и в группировке «Север», и в других группировках. К примеру, эффективно показали себя в ходе боевых действий наземные робототехнические комплексы, которые осуществляют огневое поражение, разведку, минирование, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Такие общевойсковые изобретатели постоянно улучшают характеристики БПЛА, средств связи и РЭП. Все это позволяет сохранить тысячи жизней наших военнослужащих. В этой связи требуется провести полную инвентаризацию таких войсковых разработок, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов. Поручаю заместителю министра обороны Криворучко Алексею Юрьевичу организовать эту работу. Далее. Обеспечить укомплектованность объединенной группировки войск на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевых задач. В этих целях совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию вооруженных сил. Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих по контракту. В среднем ежегодно заключают контракт более 1200 человек. Важно не потерять динамику этого процесса. Хотел бы отметить, что неотъемлемой частью комплектования войск является боевая подготовка новых контрактников. Необходимо внедрить в нее новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность спецоперации, а также синхронизировать мероприятия подготовки войск с поставками новейших средств вооруженной борьбы. Безусловно, особое внимание требуется уделять обеспеченности полков резерва, инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами. Далее. Обеспечить группировки войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач. В текущем году по сравнению с 2022 годом увеличено поступление новых и модернизированных танков в 7 раз, боевых машин пехоты и бронетранспортеров в 3 раза, беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше, артиллерийских боеприпасов в 22 раза. При таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружений и техники практически нет. Из 260 позиций всего по 4 позициям продукция поставляется с задержками. Тем не менее, для обеспечения в 2025 и 2026 годах устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо принять ряд дополнительных мер. Требуется в течение текущего месяца, то есть вот декабря, заключить контракты на поставки в 2026 году всей номенклатуры вооружения, которые имеют цикл производства от 12 до 16 месяцев. А по остальной номенклатуре заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года. Перейти в соответствии с поручением президента от лимитных цен к прозрачной формуле цены. Обеспечить заключение долгосрочных контрактов на поставку серийной продукции по фиксированным ценам. Завершить в соответствии с указом президента внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружений и техники. Это позволит сократить срок закупки до 1-2 недель вместо нескольких месяцев. Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по данному указу президента затянулось. Необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года. Далее. Модернизировать систему материально-технического обеспечения с учетом СВО. В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне достигаемости средств поражения противника. В кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры. Ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО. В дальнейшем, с учетом воздействия противника, необходимо пересмотреть подходы к
к организации баз хранения и логистики. На смену крупным базам комплексного хранения должна прийти распределенная, эшелонированная сеть складов. Соответственно, изменится система логистики и способы доставки военных грузов. В части ремонта и восстановления техники. В текущем году в максимально сжатые сроки развернуты дополнительные ремонтные подразделения вблизи линии фронта. Помимо ремонта, они занимаются оборудованием техники средствами защиты. Всего в районах боевых действий задействовано более 300 выездных бригад предприятий промышленности. Принятые меры позволили повысить уровень исправности вооружений и военной техники. Однако и здесь есть еще над чем работать. Необходимо обеспечить поддержание исправности на уровне не ниже 98%. Это очень амбициозная цель, амбициозная цифра, но Андрей Михайлович Булыга сказал, что она достижима, и мы, безусловно, с ней справимся. Далее. В начале СВО было много нареканий к качеству и объему вещевого удовольствия. Хотя наиболее острые проблемы в этой сфере решены, ряд вопросов по-прежнему требует внимания. С 2022 года поставки вещевого имущества увеличены в 2 раза. В группировку передано более 1 миллиона 400 тысяч комплектов полевого обмундирования и более полумиллиона комплектов средств индивидуальной бронезащиты. Однако остаются вопросы по качеству поставляемой экипировки. В этой связи разработаны новые предметы полевой формы одежды, которые предварительно получили высокую оценку в войсках. Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты. Необходимо завершить войсковые испытания этих образцов и начать поставки уже в следующем году. Нужно отметить, что в этой области у нас большое количество единственных поставщиков. Это требует особого внимания к качеству продукции, ценам и локализации производства. Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий. Далее. Нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и крайне важных населенных пунктов. В целом, средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность. Только в текущем году сбито 86 крылатых ракет «Storm Shadow» и «Скалп», 215 баллистических ракет «Атакмс», 1629 реактивных снарядов «Хаммерс», более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах. Тем не менее, в данной области остается еще много нерешенных вопросов, предметно обсудимых в закрытой части коллегии. Второе приоритетное направление – модернизация вооруженных сил в среднесрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития технологий. Как известно, США объявили нашу страну источником непосредственной и постоянной угрозы. Проводят к 2030 году модернизацию всех компонентов ядерной триады, обновляют номенклатуру ядерных боеприпасов, создают новые ядерные боеголовки и бомбы. Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны. В ноябре этого года в 165 километрах от России в польском Редзиково открыта база ПРО США, которая позволяет при незначительных доработках ее инфраструктуры применять крылатые ракеты морского базирования «Томахок». Страны НАТО в этом году переходят на новую систему боевой готовности. Предусматривается развертывание у западной границ России в течение 10 суток 100-тысячной группировки, к исходу 30 суток 300-тысячной, по истечению 180 суток 800-тысячной. Далее. В июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности до 2400 километров, а в дальнейшем о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка 8 минут. Для отражения этих угроз требуется решить ряд задач. Первое. Внедрить новые подходы к формированию государственной программы вооружений. Речь идет о выстраивании программы, исходя из целевого облика вооруженных сил,
с учетом характера будущих военных конфликтов. Как вы, Владимир Владимирович, отметили в своем выступлении, в первую очередь это совершенствование всех трех компонентов сил ядерного сдерживания. В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс «Ярс». Примем в состав авиационных стратегических сил 4 стратегических ракетоносца Ту-160М. Обеспечим включение в состав военно-морского флота ракетной подводной лодки стратегического назначения «Князь Пожарский». Продолжим совершенствовать вооружение для ведения так называемых бесконтактных боевых действий. Развивать технологии создания робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования и помехозащищенных систем управления ими на основе искусственного интеллекта и технологий межмашинного взаимодействия. Далее. Необходимо формирование единого информационного поля. Это требует развития скоростных и защищенных каналов связи, в первую очередь космической, а также формирование единых стандартов и протоколов передачи данных автоматизированных систем управления. Далее. Повышение эффективности поражения противника высокоточным оружием. Необходимо в ближайшие 5 лет ввести комплексы с новыми качественными характеристиками по точности, помехозащищенности и дальности. В следующем году нужно масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник» и продолжить работу над другими перспективными образцами. С учетом вышесказанного, до конца декабря текущего года планируем определиться с перечнем и объемами номенклатуры государственной программы вооружения и в начале следующего года доложить параметры будущей ГПВ Верховному главнокомандующему. Второе. Создать систему перспективных исследований, ускоренной разработки и внедрения новейших образцов вооружения и техники. Прежде всего, необходимо пересмотреть перечни научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по каждой системе вооружения с учетом развития технологий. В следующем году создать сеть военно-экспериментальных центров по основным научно-технологическим направлениям. Такие центры должны будут осуществлять испытания и апробацию образцов в боевых условиях, тесно взаимодействуя с промышленностью, а также обеспечивать обучение специалистов и внедрение новых изделий в войска. Нужно наладить качественно новую систему взаимодействия с гражданским научным сообществом, производственными лабораториями. По аналогии с национальной технологической инициативой запустить военную технологическую инициативу. Третье. Обеспечить строительство вооруженных сил в соответствии с угрозами безопасности. Необходимо завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ. И в этой связи уточнить численность вооруженных сил. Далее. Совершенствовать организационно-штатные структуры соединений и воинских частей по мере поступления на вооружение перспективных систем вооружения. В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – войска беспилотных систем. При вашем решении завершим их создание уже в 3-м квартале следующего года. Далее. С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе. Третье приоритетное направление – это модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров. Сегодня Министерство обороны включает 39 военно-учебных заведений, в том числе созданное в этом году Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Ежегодно выпускается более 12 тысяч офицеров. Крайне важно, чтобы с учетом прогнозируемых военных конфликтов потребность вооруженных сил в кадрах обеспечивалась в полной мере. Для этого предстоит решить следующие 4 взаимосвязанные задачи. Первое. Обновить перечень и содержание военно-учетных специальностей и образовательных программ. Перспективные системы вооружений и принципиально новый характер ведения будущих военных действий требует наличия в войсках специалистов новых военных профессий. Их подготовка должна опираться на научно обоснованный прогноз потребностей вооруженных сил в таких специалистах. Требования к ним должны стать основой изменений и в образовательных программах. Второе. Модернизировать систему военных вузов, включая их материально-техническую базу. Прежде всего, необходимо переоснастить вузы современными и перспективными вооружениями и военной техникой
в первую очередь тренажерными комплексами, укомплектовать преподавательский состав офицерами, проявившими себя в ходе СВО. Будем создавать новые учебные заведения под перспективные специальности, выстраивать систему партнерств военно-учебных заведений и ведущих гражданских учебных, научных организаций и промышленных предприятий. Третье. Сформировать систему непрерывного, дополнительного профессионального образования военнослужащих. Нужно создать систему, которая поможет каждому офицеру самостоятельно оценить достигнутый уровень компетенции, усилить мотивацию к получению новых знаний, совершенствованию навыков и умений. И главное, обеспечить доступность соответствующих образовательных инструментов, в том числе за счет специальных образовательных онлайн-курсов и программ. И четвертое. Кардинально повысить престиж военной службы. Крайне важно, чтобы профессия офицера стала одной из самых престижных в обществе. Будем укреплять авторитет и социальный статус офицерского корпуса, возрождать лучшие традиции русской и советской армии, кодекс чести офицера, офицерские собрания, формировать стандарты морально-этических качеств офицера. Четвертое приоритетное направление – это медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей. Следует отметить, что военная медицина с честью выдержала испытания специальной военной операции. Об этом говорят цифры. Порядка 96% военнослужащих после выписки из госпиталей могут вернуться в строй. А показатели госпитальной летальности на сегодня составляют менее 0,5% и продолжает снижаться. Это один из лучших показателей в мире. Значительно вырос показатель выживаемости раненых благодаря масштабному применению авиамедицинской эвакуации, военных санитарных поездов, а также развитию комплексной медицинской реабилитации. Хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые спасают наших бойцов на передовой в окружных, центральных, военно-медицинских и гражданских учреждениях. Отдельные слова признательности Министерству здравоохранения и Федеральному медико-биологическому агентству за создание дополнительного коечного фонда и оказание помощи в долечивании раненых военнослужащих. Вместе с тем, многое еще предстоит сделать. Первое. Обеспечить повышение уровня оказания первой медицинской помощи. Речь идет о тактической медицине. И сокращение сроков медицинской эвакуации. В следующем году необходимо сосредоточиться на обучении военнослужащих навыкам оказания первой помощи в ходе боевой подготовки. Для этого специалистами Центра тактической медицины Минобороны подготовлено более 7 тысяч инструкторов. Требуется завершить переход на современные средства оказания первой помощи военнослужащим, доработанные с учетом опыта СВО. Речь идет про аптечки 8-го образца. Дооснастить медицинские подразделения современными средствами защиты для эвакуации до 100%. Сейчас этот показатель находится на уровне 40%. Я должен сказать, поскольку у меня утро начинается с ознакомления с обеспеченностью группировками, разными боеприпасами, военной техникой и так далее, могу сказать, что на сегодняшний день этот показатель составляет 44%. Это все равно очень мало. Причем он очень сильно дифференцирован от группировки к группировке. Есть группировки, в которых он 75% составляет, а есть менее 30%. А неонацисты, они и неонацисты бьют по нашим машинам скорой медицинской помощи, препятствуют эвакуации раненым и так далее. Это важнейшее направление, и нам здесь нужно, конечно, усилия все предпринимать, чтобы все эти вопросы решить. Расширить успешный опыт использования для эвакуации раненых малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы. Второе. Повысить укомплектованность медицинских подразделений войскового звена средним и младшим медицинским персоналом с 95% до не менее 98% в следующем году. Для этого планируется предоставить дополнительное материальное стимулирование медицинских специалистов указанных подразделений. Третье. Обеспечить модернизацию ведущих военно-медицинских организаций и нарастить объемы высокотехнологичной помощи. Требуется завершить строительство 19 новых госпиталей, оснащенных самым современным оборудованием, и завершить капитальный ремонт в 10 военно-медицинских организациях с общей вместимостью более 3000 койко-мест. Четвертое. Обеспечить условия для реабилитации военнослужащих, повысить доступность и сократить сроки протезирования. Особенно это касается тяжелораненых.
Для этого прорабатывается вопрос строительства 7 новых реабилитационных центров, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников. Это позволит дополнительно проводить медицинскую реабилитацию более 11 тысячам военнослужащих. Также со следующего года изменится система оказания медицинской помощи участникам СВО, получившим тяжелые ранения, которые привели к ампутации конечностей. Будет осуществлен переход на новые современные стандарты, которые позволят предоставлять полный цикл услуг протезирования и реабилитации. При этом военнослужащие смогут получать их вблизи мест жительства и службы. Срок ожидания протезирования благодаря новой системе должен быть сокращен в 2 раза, в среднем до 3 месяцев. Еще одной важной задачей является социализация и трудоустройство военнослужащих с тяжелыми увечьями после лечения протезирования. Необходимо использовать их богатый служебный и боевой опыт для работы в органах военного управления, военных комиссариатах и вузах. Пятое. Оптимизировать деятельность военно-врачебных комиссий. Уже сейчас расширена организационная структура учреждений военно-врачебной экспертизы. В текущем году сформировано 5 новых отделов в Луганске, Донецке, Волгограде, Воронеже и Нижнем Новгороде. Необходимо усилить контроль за проведением комиссий, обеспечить соблюдение сроков и качество принимаемых решений. Особенно это важно в свете дифференциации выплат за ранения. Пятое приоритетное направление – социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. Речь идет о неукоснительном и максимально удобном получении денежных выплат, социальных льгот и обеспечения жильем. Уже сделан ряд важнейших шагов. За счет перевода в цифровой формат радикально упрощена система выдачи справок об участии в СВО. Время подтверждения сократилось с 2 месяцев до 5 дней. Прежде всего, речь идет о получении справки через единый портал государственных услуг. За неполные 2 месяца обратилось порядка 350 тысяч заявителей и уже выдано в автоматическом режиме свыше 210 тысяч подтверждений. Спасибо Министерству цифрового развития, Министерству экономического развития и Федеральной налоговой службе за помощь в реализации этого сервиса для военнослужащих в предельно сжатые сроки. Вместе с тем, это только первые шаги. Что еще предстоит сделать? Упростить и ускорить подтверждение прав на льготы и получение самих льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат. Обеспечить справедливую, адресную и оперативную выплату денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий. С сентября текущего года эти выплаты увеличены в 1,5 раза. Но при этом очень много нареканий по поводу их полноты и своевременности. Эти недостатки необходимо устранить в кратчайшие сроки. Третье. Создать комплексную систему поиска пропавших без вести и поддержки членов их семей. На данный момент эта работа ведется слишком долго и, прямо скажем, с невысокой результативностью. К поиску наших бойцов надо подходить комплексно. Необходимо упорядочить все процессы, внести изменения в нормативную базу, объединить усилия с волонтерами, обеспечив их оснащение и организацию работы в зоне СВО. Они там и так уже работают, что нам нужно с ними более четко координировать действия. Необходимо предоставить дополнительную поддержку семьям пропавших без вести военнослужащих. Такое поручение дал президент Российской Федерации. Механизм выплат детям, пропавших без вести, разработан. Проект нормативного правового акта направлен в правительство. Просьба ускорить его принятие. В части жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей. Как известно, действуют 2 основные формы решения жилищного вопроса военнослужащих. Это предоставление квартиры или жилищной субсидии и обеспечение жильем в рамках накопительной ипотечной системы. В текущем году для предоставления военнослужащим жилищной субсидии выделено более 80 миллиардов рублей. В результате субсидий получили порядка 4 тысяч военнослужащих. Вместе с тем, очередь на квартиры и субсидии продолжает оставаться недопустимо большой, свыше 48 тысяч военнослужащих. В этой связи ключевая цель в данной области – повысить доступность постоянного жилья и обеспечить устойчивое сокращение очереди на предоставление жилищных субсидий. Нужно решить следующие задачи. Первое. Выделить в следующем году дополнительное финансирование
в размере 149 миллиардов рублей на предоставление жилищной субсидии. Это позволит значительно нарастить темпы обеспеченности жильем практически вдвое, до 9 тысяч военнослужащих в год. При этом необходимо строго соблюдать права военнослужащих в части очередности. Второе. Провести инвентаризацию жилищного фонда, навести порядок в учете жилья и создать систему мониторинга и контроля за его использованием. Третье. Принять меры по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного строительства жилищного фонда. Это 32 объекта и около 5000 квартир, то есть фактически годовой объем, сколько мы сейчас даем субсидий, с готовностью выше 80%. А всего таких объектов 194. В области военной ипотеки необходимо обеспечить расширение возможностей приобретения жилья с учетом компенсации удорожания его стоимости. В ближайшие 3 года число участников накопительно-ипотечной системы вырастет более чем в 2 раза, до 800 тысяч военнослужащих. Необходимо следить за обеспеченностью финансовыми ресурсами и своевременностью выплат. И особое внимание требуется уделить возможности приобретения квартир положенной площади. Военнослужащему, который находится в системе 17 лет, в среднем по стране в следующем году будет доступно приобретение более 65 квадратных метров, что превышает первоначальный целевой ориентир. Необходимо своевременно компенсировать удорожание квадратных метров для обеспечения достигнутого уровня доступности. Шестое направление, важнейшее, это формирование системы обратной связи военнослужащих и членов их семей с Министерством обороны. Это ключевое направление с точки зрения своевременного выявления и реагирования на системные проблемы, прежде всего в части защиты прав военнослужащих. В текущем году количество обращений, поступивших в Минобороны, по сравнению с 2022 годом увеличилось более чем в 2 раза и превысило 700 тысяч. Сегодня в Министерстве уже приступили к внедрению нового подхода. Его суть состоит в переходе от работы с обращениями к решению проблем заявителя. Обращение снимается с контроля только после подтверждения решения проблемы самим заявителем. Либо, если сделать это невозможно, в принципе. Для полноценной реализации такого подхода предстоит решить следующие задачи. Первое. Изменить порядок работы с обращениями. Внедрить цифровую систему, которая позволит отслеживать движение каждого обращения от его подачи до исполнения. Принять регламенты работы органов военного управления с обращениями на всех этапах. Предусмотреть в системе оценку заявителям качества решения проблемы. Далее. Создать систему мотивации должностных лиц, обеспечивающих соблюдение сроков и рассмотрение вопросов по существу. Далее. Создать систему мониторинга и анализа вопросов, представленных в обращении с целью выявления и решения системных проблем. И запустить в полном объеме работу военно-социального центра. Отдельная задача – создание механизма отработки информации военных корреспондентов о проблемных вопросах. Работа началась уже в этом году. В Министерстве регулярно проводятся встречи с военными корреспондентами. По итогам даются конкретные поручения органам военного управления для решения вопросов по существу. Между встречами организован обмен информацией с военкорами для отработки острых и срочных вопросов. Такой подход дает существенные результаты, и будем продолжать эту работу. Седьмое приоритетное направление – это военное и военно-техническое сотрудничество. Следует констатировать, что попытки коллективного Запада изолировать Россию в плане военного сотрудничества провалились. В текущем году оно охватывало более 100 стран. Расширенное взаимодействие с союзниками и стратегическими партнерами из СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В том числе проведено 21 международное учение, осуществлялось совместное патрулирование воздушного пространства. Развивается сотрудничество в сфере военного образования. Ежегодно в России проходит обучение около 9 тысяч слушателей и курсантов из более чем 50 стран. Делимся с ключевыми партнерами российским опытом ведения боевых действий. В стажировках и консультациях участвовало более 1200 иностранных военнослужащих. Вместе с тем, очевидна необходимость менять подходы к формированию приоритетов. Международная деятельность должна быть направлена на достижение главной цели – обеспечение безопасности России и ее союзников
в новом многополярном мире. Эту работу следует сфокусировать на достижении стратегических результатов в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Необходимо решить ряд задач. Первое. Обеспечить создание эффективных механизмов коллективного реагирования на новые угрозы безопасности. Для этого использовать потенциал ОДКБ, СНГ и союзного государства. Второе. Перевести на долгосрочную и устойчивую основу двусторонние формы военного сотрудничества. Речь идет о долгосрочном планировании и реализации совместных учений и патрулирований, решении задач противовоздушной обороны, обмене данными разведки и других практических форматах. Третье. Обеспечить расширение позиций России на мировых рынках вооружения, в том числе в рамках промышленной кооперации с нашими партнерами. Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения, что не всегда возможно с учетом СВО. Необходим переход к устойчивым кооперационным связям между оборонными предприятиями, в том числе в рамках лицензионных производств, с гарантиями закупок выпускаемой военной продукции вооруженными силами России и ее партнеров. Именно такие отношения складываются в рамках союзного государства с Республикой Беларусь. Восьмое приоритетное направление – это повышение эффективности строительного и имущественного комплекса. В части строительства в текущем году проведена инвентаризация более 5700 объектов незавершенного строительства. Объем финансирования, необходимого для их достройки, составляет порядка 690 миллиардов рублей, что в 3 раза превышает годовые объемы капитального строительства. Отсюда ключевая цель работы строительного комплекса – обеспечить ритмичный ввод приоритетных объектов и ликвидировать к 2030 году накопленные на сегодняшний день долгострой. Какие первоочередные задачи следует решить? Первое – обеспечить приоритизацию строящихся объектов. Мы строим много всякого разного, а то, что действительно нужно в первую очередь строить, либо вообще не строим, либо строим очень долго. Приоритетом следует отнести объекты для обустройства мест дислокации воинских частей, объекты для размещения вооружений и военной техники, жилье для военнослужащих, госпитали и реабилитационные центры. Второе. Осуществить переход к новой модели военно-строительного комплекса. Речь идет о четком разделении полномочий и ответственности между уровнями управления капитального строительства и о частичной децентрализации управления капитальным строительством с передачей соответствующих полномочий и, подчеркну, ресурсов в военные округа. Планируется создать соответствующие органы военного управления, а также военно-строительные части. Третье. Провести финансовое оздоровление опорных строительных и проектных организаций. Безусловно, Министерству обороны нужна собственная мощная строительная база. Нарастить их производственную базу. В части имущественного комплекса. В настоящее время он включает более 500 000 объектов недвижимого имущества и земельных участков. Также в ведении Минобороны находится более 800 организаций, в том числе 88 компаний коммерческого сектора. Целью работы здесь является наведение порядка и подчинение деятельности всего имущественного комплекса задачам вооруженных сил. Что планируется сделать? Первое. Провести инвентаризацию и создать систему учета объектов недвижимости. Создать единый интегрированный реестр и цифровую платформу недвижимого имущества, включая цифровые паспорта каждого объекта. Эту работу планируется закончить уже в следующем году, а в 2026 году завершить оформление всего недвижимого имущества. Второе. Разработать и внедрить новую систему корпоративного управления подведомственными организациями, включая четкую регламентацию всех процедур, создание системы мотивации управляющих, нацеленной на конечные результаты, и создание единого казначейства, охватывающего все подведомственные организации. Девятое приоритетное направление – оптимизация внутренних процессов Министерства обороны. Имеется в виду внедрение подходов так называемого бережливого управления, которое позволяет кардинально сократить время и этапы административных процессов. Как показал первый опыт проведения пилотных проектов в отдельных структурных подразделениях министерства, резервы здесь огромные. Количество избыточных процедур может быть сокращено в 5-10 раз,
а сроки в 5 и более раз. Реализация таких подходов осуществляется при участии госкорпорации «Росатом», которая достигла в данной сфере общеизвестных успехов. В следующем году предстоит создать постоянно действующий механизм бережливого управления. Для этого предстоит решить 4 задачи. Первое. Создать организационный механизм реализации процессов повышения эффективности, включая специальное структурное подразделение Министерства, Департамент повышения эффективности деятельности, которое будет непосредственно подчинен министру обороны. Второе. Сформировать нормативную и методическую базу на основе опыта пилотных проектов. Третье. Обучить военнослужащих и гражданский персонал методам оптимизации внутренних процессов. Четвертое. Создать соответствующую систему мотивации. В настоящее время отобраны порядка 100 проектов в 15 сферах деятельности Министерства обороны. Предстоит начать их реализацию в кратчайшее время. И 10-е приоритетное направление – создание единой цифровой среды Министерства обороны. На текущий момент в ведомстве функционирует порядка 100 информационных систем, которые слабо интегрированы между собой, часть из них устарела и неактуальна. Цель – создать интегрированную информационную систему, отвечающую самым современным техническим требованиям, обеспечивающую принятие решений в бездокументационном виде. В текущем году совместно с Минцифрой, Ростелекомом и Росатомом провели аудит действующих информационных систем, сформировали механизм управления проектом, завершаем определение целевого облика будущей системы. В следующем году планируется разработать и внедрить цифровые решения для 37 важнейших базовых процессов. Здесь стоят следующие задачи. Сформировать облик информационной системы, функциональные и технические требования, разработать целевую архитектуру на базе отечественных программно-аппаратных решений и обеспечить внедрение информационных систем для базовых процессов. В целом, завершить ввод в эксплуатацию информационной системы планируется до конца 2027 года. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы выразить вам глубокую признательность за постоянное внимание к вопросам строительства и развития вооруженных сил, обеспечения социальными гарантиями военнослужащих и членов их семей. Хотел бы также поблагодарить администрацию президента, Федеральное собрание и правительство за консолидированную поддержку нашей работы. Высказать слова благодарности за совместную работу коллегам по силовому блоку. И, конечно, искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии вооруженных сил. Товарищ Верховный Главнокомандующий, все поставленные вами задачи будут выполнены. Обеспечим поступательное развитие армии и флота, повышение боевых возможностей. Подробно приоритетные направления деятельности вооруженных сил обсудим в закрытой части заседания коллегии. Благодарю за внимание. Позвольте по традиции буквально пару слов в завершении этой части вашей работы. Министр сказал о нелегитимности режима в Киеве, с которым мы воюем. Еще раз хочу подчеркнуть, мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году. Это источник власти, госпереворот. И вот все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота. Это имеет значение и сегодня, потому что эти люди, которые у власти находятся, они каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего. Этот режим вообще утрачивает, во всяком случае, очевидно, признаки государственности. Ну вот, когда мы говорим о нелегитимности, что имею в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А Конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в Конституции способов продления
полномочий президентской власти. А где же суд Верховный? Где Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме. Об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит. Но его засадили за решетку. В полномочия Верховного суда входят в том числе и отмена неправомочных решений президента. Несколько отмен состоялось. После этого в тюрьму. И глава режима сразу же в этот же день объявил, будет сидеть. Как известно, во всех цивилизованных странах виновен человек или не виновен, будет он сидеть или не будет, определяет только суд. Нет, здесь представитель административных органов сказать, будет сидеть. Вот это Верховный суд. Есть там и Конституционный. Знаете, что произошло с Конституционным судом? Председателя Конституционного суда охрана перестала пускать на работу. Просто не пускают на работу. В конце концов, Конституционный суд в целом оказался парализованным, а сам председатель Конституционного суда выехал за границу, где ему, насколько нам известно, предоставляется государственная охрана в стране его пребывания, поскольку есть угроза его жизни. Вот это что, признаки государственности? Нет. Это как раз признаки утраты государственности. Поэтому и преступления совершаются одно за другим. Я думаю, что очередным преступлением будет и снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавая Гитлер-Югенд, ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно. Но думаю, что по указке тех стран, интересы которых защищает киевский режим, он не защищает интересы украинского народа. Это сегодня уже очевидно. По указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут на снижение мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой. Так как сегодня вылавливают людей на улице, как бродячих собак в ходе принудительной мобилизации, и гонят их сегодня под пули. Также и пацанов погонят, мне кажется. А потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют. Вот и все. Скорее всего, так и будет. Некоторые деятели прежних, недавних лет уже сбежали, уже сидят за границей. И хорошо известны, и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа. Натырили по карманам. И все эти карманы находятся тоже за границей у тех спонсоров, которые их держат на этом крючке. Денег наворовали, счета там, все. И пляшут, пляшут под любую музыку, выполняя любые задания. Так, мне кажется, будет и продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем цели специальной военной операции. Значит, теперь по поводу... Я сказал, что с мобилизацией происходит на Украине. Все вы прекрасно это знаете. Упоминал, что в этом смысле у нас по личному составу в прошлом году свыше 300 тысяч наших граждан, наших мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах. Свыше 300 тысяч. В этом году, на данный момент, уже свыше 430 тысяч. И этот поток фактически добровольцев не прекращается. Вот благодаря такому отношению к судьбам своей страны, к судьбам своих детей, у нас и происходит то, о чем я сказал и о чем министр говорил. На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы. Ну, конечно, этого недостаточно. Да, кстати говоря, когда говорил об этих преступлениях, имею в виду не только преступления против украинского народа, прежде всего против нашего, в том числе и в Курской области, и в других приграничных регионах. Да, конечно, с военной точки зрения, с кем не поговоришь, все, и наши, и иностранные эксперты считают, что
в Курске это авантюра, так и говорят, курская авантюра. Это очевидно, потому что никакого смысла не просматривается в том, что киевский режим делает в приграничных регионах. Но с точки зрения преступления против народов России, это очевидная вещь, это преступление. Особенно это касается страданий гражданского населения. И здесь, конечно, святая обязанность вооруженных сил выбросить противника с нашей территории. Задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб – найти и покарать преступников. Теперь, что касается того, сколько мы тратим денег и во что это выливается, чрезвычайно важная вещь, безусловно. Чрезвычайно важная вещь. Вот министр сказал, 6,3% ВВП мы тратим на военную составляющую, на повышение и укрепление обороноспособности. Это приличные деньги. Это выше, чем мы примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но, тем не менее, это большие деньги. И здесь нам нужно очень рационально их использовать. Очень рационально. Обеспечивая прежде всего социальные гарантии наших военнослужащих, эффективную деятельность оборонно-промышленного комплекса, но и, что очень важно, рациональное использование того, что вооруженным силам дает страна. И это касается и социалки, это касается и техники и вооружений. Очень важно получать все своевременно, грамотно оценивать то, что поступает, и уметь этим пользоваться, и готовить кадры, готовить людей, которые умеют это делать, делают это грамотно и эффективно. Здесь очень много задач. В целом они решаются. И то, что происходит в народном АПК, как мы сейчас говорим, да, в том, что происходит прямо на линии боевого соприкосновения. Но и нужно настраивать всю нашу военную организацию на такую совместную работу для достижения конечного результата. Теперь в этой связи и новейшие виды вооружений, в том числе те, которые на слуху и у нас, и за рубежом. Прежде всего, имею в виду оружие средней дальности. Ну, все вы хорошо помните, знаете, что Советский Союз пошел на ликвидацию ракет наземного базирования средней дальности. И американцы тоже сделали со своими першингами. Но у американцев, кроме ракет средней дальности наземного базирования, были еще такие же ракетные системы морского базирования и воздушного базирования. А у Советского Союза не было. Поэтому мы в известном степени пошли на одностороннее разоружение. Потенциальный противник оставил у себя эти системы на море и в воздухе, а мы вообще ничего не получили. Но в наше время, в российское уже, мы создали гораздо более современные, чем у США, комплексы морского базирования. Это и «Калибры», это «Циркон», гиперзвуковые комплексы. Создали новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования Х-101 с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника. Свыше 4000 километров. И эта система может быть оснащена и специальным боезарядом, то есть ядерным. Но и, наконец, вот уже хорошо себя зарекомендовавший комплекс «Орешник», очень мощный. Хочу еще раз повторить это. Специалисты знают. Вот командующий РВСН здесь находится. Он так считает, и мне об этом сказал. При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия. Но ядерным не является.
поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения. И это существенный очень элемент в современных принятии решения, какие средства вооруженной борьбы мы можем применять. Но мы должны самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит в других странах, что поступает на вооружение или может поступить на вооружение в ближайшее время, в ближайшем будущем в других ведущих военных странах. Вот таким образом, как мы делали до сих пор, нужно точно совершенно действовать и в ближайшем будущем, и в среднесрочной перспективе. Еще раз вернусь к тому, что только что прозвучало. 6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства, экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем. Говорю это для того, чтобы мы все понимали, что государство, народ российский, все, что может, отдает вооруженным силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят. А наша задача – обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России. Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен. Хочу вас поблагодарить за службу и пожелать всего самого доброго. Спасибо большое.